Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, трейдеры. Суббота, 28 января. Рад приветствовать всех на обзоре рынка криптовалют. Записываю это видео в субботу для того, чтобы все могли проанализировать, во-первых, состояние текущей недели, во-вторых, понять, что нас может ожидать в рамках следующей недели. Я подготовил блок аналитики и, соответственно, сейчас хочу предложить вам в нем разобраться. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал. Ссылки будут в описании. Помимо открытого Telegram канала у меня есть закрытый чат, где мы с трейдерами обсуждаем текущую ситуацию на рынке, где я публикую свои интересные сетапы, мнения, видение рынка, какие-то контрольные точки входа в начале тренда, а также где мы проводим закрытые стримы. Так что welcome, приглашаю всех присоединяться в закрытый чат. Ссылочки будут в описании. Пишите в личные сообщения. Присоединяйтесь к нашему сообществу. Ну что, приступаем к аналитике. Давайте посмотрим, во-первых, как вчера закрылась американская сессия. Американская сессия вчера закрылась разнонаправленно, этому есть свои причины. Тот индекс доллара, который пытается прорваться в восходящем направлении, задает определенный темп рынку. Давайте посмотрим состояние. Во-первых, тот блок экономического календаря, который нас может ожидать на следующую неделю. Что нас ожидает из важных событий. Хочу обратить внимание, что в среду в 22:00 нас ожидает решение ФРС по процентной ставке, которое ожидается в рамках прогноза поднять на 0,25% пункта. И это, безусловно, самая важная новость на следующей неделе, к которой будут готовиться все участники рынка абсолютно без исключения. Это будет оказывать сильнейшее влияние на дальнейшее движение, на дальнейший тренд на рынке, который будет задан. В рамках остальной недели мы видим, что нас может ожидать достаточно обширная статистические показатели по еврозоне. Ну и дальше порция важных новостей в пятницу. Все эти новости вы можете ознакомиться на сайте investing.com в разделе «Экономический календарь». Что я хотел бы еще обозначить? Значит, да, среда. Важный день, когда будет объявлено состояние новой процентной ставки по Америке. Значит, мы можем в настоящий момент времени наблюдать этот показатель или те прогнозные значения, которые участники рынка закладывают в повышение. То есть на текущий момент 98,5% участников верят в то, что ставку поднимут на 0,25% пунктов. Безусловно, это будет оказывать положительное влияние на состояние всего рынка. Поэтому в моменте к среде надо быть готовым во всеоружии, понимать новое состояние тренда, или нас может ожидать что-то новое, чего мы себе пока представить не можем. Но пока мы видим, что процент предсказаний, на то, что ставка нас повысится на 0,25% пунктов, соответствует, скажем так, ожиданиям всех участников рынка. Итак, предлагаю еще посмотреть индекс страха и жадности самого биткоина. По-прежнему он держится на отметках 52, нейтрально, но мы близки к зоне уже жадности. Мы с вами понимаем, что долго находиться в таком состоянии рынок не может, даже в нейтральном. То есть ему надо определиться, либо в эту зону мы идем, либо в эту. Соответственно, опять-таки я думаю, что какой-то сильный импульс придет к нам в начале, вернее в середине следующей недели. Смотрим за этим показателем также и для того, чтобы ориентироваться в состоянии настроения участников всего рынка. Итак, предлагаю посмотреть на наш основной драйвер рынка. Это тот индекс доллара, который идет в рамках диагонального нисходящего треугольника. Вчера мы видели какие-то импульсы в верхнюю сторону, потом эти импульсы осадили. То есть пока индекс доллара стоит у своего сопротивления на отметке, фактически там 102 пункта, преодолев который мы можем получить сильную импульсную коррекцию, которую я очень жду, ожидаю. Соответственно, я понимаю, что получив коррекцию по индексу доллара, мы можем получить коррекцию по всему рынку. Это ясно, понятно и очевидно.
Но пока этого не происходит, индекс доллара находится в нисходящем тренде. Соответственно, преодолев только сопротивление 102 пункта, можно утверждать, что он собирается идти выше на коррекцию. Давайте посмотрим еще состояние индекса S&P 500, который тоже борется за свое место под солнцем. Значит, индекс S&P 500 формирует интересный паттерн. Голова, левое плечо, правое, то есть называется перевернутая голова и плечи. Паттерн измеряется, выход из этого паттерна измеряется на высоту основания головы, соответственно, в пробой этого линии шеи. Ну, соответственно, текущая предположительная отметка, куда может прийти сам индекс S&P 500, это $4300. Безусловно, необходимо понимать, что если американский фондовый рынок пойдет наверх, то это вызовет определенный дополнительный всплеск и на криптовалюте. Понимая то настроение участников рынка, которое сейчас является больше оптимистичным, я бы так сказал, нежели пессимистичным, то можно предположить, что мы имеем все шансы пойти в восходящем направлении выше и дальше. Мы видим, что индекс S&P 500 долгое время накапливал силы, он идет в рамках восходящего параллельного канала. Да, у нас есть еще сопротивление в области 4100 пунктов, ну, начальная такая зона, да, тут есть своя область границы нисходящего тренда. Вот здесь мы его поменяли на нисходящий, сейчас будем пытаться пробиваться выше. Соответственно, если произойдет пробой закрепления над 4000, там обозначим 120 пунктов, там 150, вот такая вилка. Соответственно, мы имеем дальше все шансы пойти покорять район 4300. Безусловно, это будет оказывать влияние на рынок криптовалют. Давайте посмотрим быстро, что у нас происходит с доминацией USDT. Доминация USDT это такой же дирижер на рынке криптовалют, как и индекс доллара. Он показывает состояние, сколько процентов находится в USDT. У нас был сформирован конечный диагональный треугольник. Мы пробили его в нисходящем направлении. Сейчас область сопротивления это 6,7-6,8%. Безусловно, опять-таки просится некая коррекция к этому импульсу. Но пока текущая граница сопротивления держит уверенно доминацию USDT. Соответственно, резкие колебания на доминации USDT мы видим с вами резкие всплески или снижения на рынке криптовалют. Опять-таки смотрим за этим показателем, но пока и наблюдаем боковое движение, область сопротивления держит. Ну, соответственно, только преодолев эту границу, можно говорить о каком-то развороте. Обратите внимание, здесь тоже может возникнуть некая разворотная модель, так называемая, да, которая может привести к какому-то коррекционному значению. Значит, что у нас с доминацией биткоина? Доминация биткоина стоит в районе 61% по FIBA. Мы пришли к золотому сечению, к коррекции. Какое здесь дальше будет развитие событий, будем смотреть, но, по крайней мере, прошли достаточно сильные импульсы без коррекции. Импульсы без коррекции это всегда не совсем хорошо. Чем сильнее мы растем, тем быстрее можем падать. Соответственно, ну вот сейчас есть некое ключевое сопротивление в районе 45%. Как будет накапливаться здесь доминация, посмотрим. Предлагаю перейти к биткоину, к тому нашему главному инструменту, который мы все очень любим анализировать. И предлагаю перейти на недельный таймфрейм и включить линейный график. Это то, что я сегодня публикую в своей превьюшке к этому видео. Значит, мы идем в нисходящем канале, который уже сформировался, фактически хай его на пиковых значениях цены. Безусловно, данной верхней границы выступает линия сопротивления. Что мы можем с вами видеть на данном графике? То есть у нас есть внутренняя структура, заужающаяся формация. Мы должны понимать, что каждый раз, когда цена приходит к верхней границе сопротивления, есть определенная реакция продавца. Да, есть несколько факторов, которые могут трактоваться в различную сторону. И один из этих факторов, скажем так, в сторону повышения, да, это то, что в связи с
событиями, которые могут произойти в среду, нас может ожидать некий импульс. Но опять-таки, этот импульс, будет он долгосрочным или вызовет какую-то краткосрочную реакцию. Мы понимаем, что биткоин в том числе перегрет. Все наше восходящее движение, которое было к верхней границе нисходящего параллельного канала, оно прошло без коррекций. Соответственно, сейчас искать какие-то долгосрочные лонговые позиции достаточно опасно. Хотя бы было бы разумно увидеть какую-то 50% коррекцию ко всему этому росту. И я думаю, что она будет, по крайней мере, ну, так всегда технически просится. Должно быть некое поджатие к этому уровню, какая-то разворотная очередная модель и только потом выход вверх. Да, есть определенный оптимизм. Опять-таки в среду уже мы перейдем на новый месячный график. То есть у нас закроется месячная свеча. И я запишу отдельный видеообзор по поводу того, что он сформируется на месячном графике. Там все достаточно интересно формируется, но опять-таки я лично ожидаю определенную коррекцию. Хотя бы 23-38% от всего этого импульса. Желательно 50 или глубже. Ну, будет она или не будет, мы будем посмотреть. Но область, опять-таки, вплоть до, не побоюсь этих значений, 17 тысяч мы можем пощупать. Соответственно, да, может быть возникнуть какой-то импульс, восходящий в рамках новости по процентной ставке, но я прошу вас быть в холодном здравии, потому что мы понимаем, что любые импульсы, они потом приходят в равновесное состояние, цена откатывается, возникает какой-то паритет покупателей и продавцов, и дальше цена начинает балансировать между спросом и предложением. Соответственно, да, есть признак того, что мы можем пробить этот нисходящий клин в восходящем направлении, но мы с вами видим, что еще по времени его формирования у нас может занять это достаточно продолжительное время. То есть, да, мы можем выйти сюда, потом пойти сюда. То есть, нам ничего не мешает, собственно говоря, допиливать его вплоть до лета 2023 года и прийти к тем значениям, которые опять-таки могут удивить многих. То есть это область вплоть до 10 тысяч долларов. Ну, гадать не будем. Да, есть определенные по свечному анализу. Видно, что у нас возникло бычье настроение на рынке в рамках долгосрочных трендов. Соответственно, я лично ожидаю не такую глубокую коррекцию и дальше поход в восходящем направлении, в пробой уже дальше этой нисходящей формации и формирование восходящего импульса. Опять-таки, как мы можем с вами померить приблизительную цель нашего роста? Берем высоту основания клина и переносим ее в точку прорыва. Соответственно, вот где бы мы ни прорвали, вернее, этот нисходящий трендлайн, а может быть и прорыли его, то наши целевые могут лежать вполне себе в область 55 тысяч. Ну, скажем так, вот интересный уровень, который, по крайней мере, будет выступать с сильным сопротивлением. Это область 48 тысяч долларов. Поэтому загадывать пока рано, но, соответственно, смотрим это, понимаем и воспринимаем как определенный сигнал к тому, что может нас ожидать в ближайшей перспективе. Итак, перехожу на свечные модели. На недельках видно замедление уже как бы роста. Ну, естественно, такие импульсы, они требуют коррекции. Соответственно, мы не просто так стоим сейчас в каком-то боковом движении. Я еще 2 недели назад говорил, что оно может формироваться порядка 2 недель. Поэтому, вот, собственно говоря, мы видим сейчас борьбу на этом уровне. Собственно говоря, модель, ту, которую я рисовал неделю назад, медвежий краб, он еще в силе, он действует. Да, мы можем получить, опять-таки, определенное еще движение в восходящем направлении. Мы с вами видим по этому крабу, что линия CD может достигать 361,8 своей длины. Соответственно, какое-то ускорение или развитие роста вплоть до 24,5-25 тысяч, может быть где-то и повыше он может быть. То есть мы воспринимаем это актуальной картиной.
Опять-таки фантазировать не будем, но если посмотреть на дневках, мы с вами видим, что определенно, конечно, уровень интереса стоит в зоне. Сейчас я вам покажу ее. Вот у нас дневной идет большой тоже блок сопротивления, район 25 тысяч. Опять-таки здесь у нас есть свой трендлайн сдерживающий, который опять-таки может где-то рисуется в эту область 25 тысяч. Ну, соответственно, получив это растяжение и поставив окончательную пятую волну, мы можем прийти в большую область сопротивления, которая, кстати, подтверждается тем сервисом, который я пользуюсь, TradeFact. Значит, сейчас посмотрим. Собственно говоря, вот на бирже Binance стоят крупные блоки ордеров вплоть до 25 тысяч. Внизу подпирают поддержкой. Мы видим, достаточно плотно стали участники рынка в защиту в защиту покупок. Ну, соответственно, цену всячески пытаются вытолкнуть вот именно за этот уровень, сделать определенный перехай. Ну, опять-таки, как это будет на самом деле, мы посмотрим в моменте, но об этом тоже надо знать, учитывать. То есть, чем быстрее мы растем без коррекций, тем сильнее мы можем снижаться. То есть такие же вкатные свечи с перекрытием дневных уровней, они могут пойти в нисходящем направлении. Соответственно, в данный момент времени, скажем так, искать позиции в лонг достаточно без коррекции, ну, достаточно опасно, и лично для меня это некомфортное состояние цены, где я бы искал какие-то более длительные позиции. Да, у нас есть поддержка, она, собственно говоря, видна и по характеру свечей и зон, да, которые держат. Есть сопротивление. Собственно говоря, я постоянно публикую эти отметки на графике. Так, вот оно. То есть у нас был поставлен хай 23 800 и поставлен low, то есть уровень поддержки 22 300, сопротивление 23 800. Как оно там будет складываться и пойдем ли мы вообще перебивать эти ценовые максимумы, естественно, не знает никто. Пока мы идем в рамках, шли, кстати, в рамках еще до вчерашнего дня, в рамках восходящего параллельного канала со своей четко проторгованной структурой максимум, минимум и максимум, минимум. Медиана канала была проторгована. Сейчас мы с вами из него вываливаемся. Когда мы начинаем вываливаться из таких каналов, и характер свечей говорит о том, что присутствует определенная слабость уже покупателя, то мы должны понимать, что цена просто пойти на коррекцию. Опять-таки, ну, в рамках дня вот движение может идти плюс-минус 22 300, вверх 23 800. Пока мы не пройдем с уверенным, значит, объемом ту или иную область, говорить о том, что будет ли у нас восходящее продолжаться направление или нисходящее, достаточно сложно. Понимая, что мы растем без сильных, скажем так, коррекций, но это всегда нехорошо на рынке и не есть здравый смысл. Поэтому смотрим, наблюдаем, анализируем то, как мы это делаем. Можем посмотреть еще на... Сейчас перейду на недельку. Замерим вообще, в принципе, от всего... High до low, где мы с вами находимся, но мы преодолели 23 уровень. Да, у нас есть, видна вот эта вот область, она прям четко видна, она никуда не делась, это сопротивление. Безусловно, преодолев которое, мы можем пощупать следующую зону по FIBA, это 38 уровень, ну, а дальше выше, дальше интереснее. Соответственно, опять-таки, по волновой теории, я сейчас уберу, где же краб наш, то есть, да, у нас могла быть поставлена финал четвертой волны и снижение, вот это все коррекционно, которое мы имели в рамках ABC длинной, могло получить финальную стадию здесь, и рынок в этом вот восходящем импульсе уже мог развернуться.
То, что нас может ожидать в следующем месяце, уже в феврале, я выпущу отдельный видеообзор, потому что там достаточно интересно рисуется паттерн информации свечного анализа, который позволяет сделать вывод о том или намекать нам о том, что куда мы можем пойти дальше в рамках следующих месяцев. Но пока месяц не закрылся, смотрим, наблюдаем за тем, что есть в моменте. На выходных волатильность низкая, решений никаких принимать не стоит. Эфир. Посмотрим эфир. И, наверное, на этом все. Потому что я достаточно много публикую информации в рамках телеграм-канала, поэтому эфир. Значит, у нас есть 3 блока сопротивления. У нас есть трендлайн от хая. Соответственно, понятно, что эфир также получил импульсное развитие. И где-то вот в этих блоках, ну, естественно, он ощупает свое сопротивление. 1650, фактически сильная отметка, которая вот на текущий момент выступает областью сопротивления. Да, мы пробили локальный трендлайн, который у нас длился тоже достаточно долго, с августа месяца. Сейчас это выступает определенной поддержкой у нас. Есть определенная проторговка в рамках дня на уровне там $1510. Ну, соответственно, вот если так присмотреться на краткосроке, вот блок сопротивления в рамках дня, блок поддержки. Значит, цена мы видим, что идет по нисходящей наклонной линии, то есть присутствует определенная опять-таки слабость. Если мы посмотрим на объемы, которые выдают нам, значит, мы видим, что каждая красная свечка, она проходит на повышенном объеме. Соответственно, здесь присутствует продавец. Пока не продавят этот блок, $1650, а даже, я бы так его обозначил, с учетом верхней границы 1680, говорить о походе выше, ну, пока не представляется возможным. Поэтому надо следить за тем, как будет формироваться выход из этого треугольника, но по структуре данных формаций, когда треугольники в восходящем направлении формируют нисходящий треугольник, это треугольник нисходящий, потому что хаи у нас понижается, мы прижимаемся к нижнему блоку, то у нас есть все шансы пойти тестировать определенную поддержку. С учетом того, что трендлайн находится здесь, то наша поддержка текущая находится на отметке $1400 фактически. Ну, соответственно, принимать решения надо тоже в рамках того, что мы видим на графике, то, что мы формируем, какие-то интересные формации модели. Так, друзья, я думаю, что, наверное, завершаем мы этот обзор. Все остальное общение будем проводить в рамках телеграм-канала. Подписывайтесь, еще раз говорю, на все информационные источники. Мне очень важно тоже ваши отзывы, мнения о моей работе, поэтому приглашаю всех присоединиться в наше сообщество, в наше комьюнити. Всем желаю хороших выходных, позитивной следующей торговой недели. Всем профита, всем удачи, всем пока.